Привет, друзья! Я хочу рассказать о том, какие все же хорошие микроконтроллеры STM8 и STM32. STM32 стоит внутри полетников типа Omnibus F4. Светильнички из фикс прайса тоже неплохие. Они дешевые и хорошо светят. Но сегодня мы это отставляем в сторону, так как речь пойдет о том, что стоит не очень дешево. Я говорю об этой палке, которая представляет из себя антенну для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 12 дБ, и которую мы будем тестировать на дальность и сравнивать с обычной антенной, которая идет к Wi-Fi, ну и всяким усилителям на 2 Вт, например. Вот как она выглядит на Алиэкспрессе. Ценник 637 плюс 180 за доставку, итого 800. 45 сантиметров длина, плюс сомнительный показатель коэффициента стоячей волны, больше 1,5, при норме 1.1. А вот обычная, за 80 рублей, с доставкой 140, длиной 19 сантиметров, с коэффициентом усиления в децибелах равным 6, и дешевле предыдущей раз в 6. В поле, как обычно, долбанный ветер. Поэтому звук пришлось монтажить уже после съемки. Итак, выключаем пульт и выкручиваем старую антенну. Вкручиваем новую. Некоторые утверждают, что чем длиннее, тем лучше. И вроде так и есть. Однако, если говорить за антенны, которые для пультов, то это не совсем так. Все, что нам нужно сделать, это воткнуть аккум в квад и лететь до обрыва связи. Мы же с вами знаем, что дело в деталях. В нашем деле ничего не бывает просто, везде сложности. Для повышенной красоты съемок я решил рискнуть и прицепил экшн-камеру, поставив ее подальше, чтобы она не заслоняла GPS. Но потом экшн-камеру пришлось снять. Я объясню почему. Началось с проверки возврата по GPS. Но из-за спешки я тупой не посмотрел, что нет стрелки возврата. Это значит, что вернетесь вы по GPS, вот смотрите куда. Возможно, факт падения можно расценить как положительный, потому что в какой-то момент антенна стояла прямо, а потом ее повернуло ветром. Я напомню, что пока она смотрит вверх, то излучает как бублик, а если повернуть, то связь будет в дырке от бублика, что бы это ни значило. Первое неправильное, что пришло в голову, это намотать изоленту, хотя лучше предусмотреть какую-нибудь Г-образную защелку, которая бы ее фиксировала. Ко всему прочему, изолента оказалась не синяя, а все знают, что вообще никаких шансов. Когда все готово для теста, что-то обязательно идет не так. Вот и сейчас высшие силы как бы сопротивляются объективному тесту длинной антенны и постоянно вмешиваются. Я не стал вырезать этот кусок видоса, чтобы показать, какая бывает нескладуха. Вот я сейчас про вот это вот. Просевший аккум. Напишите, плиз, в комментах, я один такой невезучий или это у всех так. В общем, то ли ветер так повлиял, то ли камера потяжелела. Пришлось возвращаться. Всякие вертолеты вон летают, мешают. Не понос, так золотуха, разъем питания вываливается. Список неудач закончился,
и начался список удач. Как обычно, начинаем с теста возврата. Пашет. Прошу прощения за шоу, рука не поднялась вырезать неудачи. Если это вдруг раздражает, напишите в комментах. RSSI в норме, спутники вроде на своих местах. Продолжаем. Как и всегда в тестах на дальность, я лечу в сторону кладбища, которое в километре от точки взлета. Если эти видосы вы видели, то знаете все условия экспериментов. Если нет, повторюсь. Когда отлетел на 800 метров, делаем поворот, смотрим на RSSI и далее летим до потери связи. Высота всегда около 100 метров. При потере связи щелкаю возврат, фиксирую дистанцию. Результат с 19-сантиметровой 6-децибельной антенной на экране. Ветер, как обычно, присутствует, но я уже к нему привык. 800 метров. Разворачиваемся, смотрим на RSSI. В норме. Летим дальше. Больше километра. Высота около сотни. Я волнуюсь. Тыц. Ну это, сейчас объясню. Когда квад уже стал переворачиваться, у меня чуть не произошло очищение организма. В общем, при абсолютно одинаковых условиях эта длинная неудобная антенна показала на 200 метров большую дальность. Я поражен от неожиданности. Значит ли это, что с бустером на 2 ватта она даст прирост в дистанции около километра при дальности 3-4 километра? Чтобы это выяснить, я приобрел бустер на 2 ватта, который сгорел от перегрева. Затем приобрел второй. Такая же история. Когда из Китая приедут микросхемы SE2576, сгоревших усилителей для бустеров, я их починю. Сниму видос про тест дальности с разными антеннами с усилителем на 2 ватта. Но если это вообще кому-то интересно. Если интересно, пишите в комментах. В конце ролика полагается делать выводы. Они вот такие. Антенна по характеристикам на 20% круче в дальности. Чуть дороже обычной. Но это смешная сумма, если честно. Однако она и неудобная, потому что крутится, и к ней надо какой-то фиксатор изобретать. Но это тоже решаемая задача. В общем, мое мнение, антенна хорошая, годная. Тем, кто летает далеко, советую попробовать. На этом все. Оставляйте комменты, кликайте в колокольчик. Всем спасибо. Пока.